Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас я нахожусь в Красноярске. Сегодня 19 сентября, 3 часа ночи. У меня вылет авиакомпания Seven, которая была всего лишь один раз в моих обзорах. И именно на Embraer 170, на котором я сейчас и полечу в Новосибирск. Вылет в 5:30 ночи, пока еще ночи, потому что у меня утро начинается с 6 утра, не знаю как у вас, но у меня так. Прилет в 7:05, получается 1 час 35 минут время будет в полете. Погода сейчас достаточно холодная, всего лишь плюс 3 градуса. Сделаем небольшой обзор, совсем небольшой, аэропортовой площади аэропорта Красноярска Емельянова, и пойдем внутрь, посмотрим, что там. Я его еще ни разу не снимал на видео, но 4 года назад, вы помните, я здесь делал фотообзор. Если вы действительно следите за моими фотообзорами, то это, конечно же, помните. Аэропортовая площадь совсем маленькая, буквально немного места, я бы даже сказал, мало места для стоянки перед самим терминалом, и остальные тут проходные пути. В принципе, картинка достаточно четкая, благодаря очень хорошей подсветке. Вот там находится VIP-терминал, или терминал, он 2 называется, терминал Б, может быть. По нему уже у меня, скорее всего, был отдельный выпуск. А по стоянкам, вон в той части, там разные стоянки на разную продолжительность, на разную стоимость, поэтому вот там смотрите на сайте аэропорта, я думаю, есть информация, и выбирайте подходящую для вас стоянку. Надо отметить, перед зданием терминала есть скамейки, чего нет во многих аэропортах, то есть можно присесть после рейса или перед рейсом посидеть, ну, по крайней мере, в хорошую погоду. Местная лодка. Я не знаю, она продается или просто так выставляется в качестве рекламы. Видимо, только на таких здесь и можно ездить по местным водоемам. А вот, собственно, знак автобусной остановки. Он находится перед входом в терминал. На мой рейс в Новосибирск 53:10. Регистрация начнется через 11 минут. Пока изучим терминал. Начнем с первого этажа, конечно, где я нахожусь. Большое табло рекламное. Реклама разных рейсов. Но не только реклама может быть, но еще и информация об аэропорте, каких-то мероприятиях, которые здесь проходят, я думаю, тоже есть. А на первом этаже кафе, пиццерия и еще что-то. Еще какое-то кафе. Ну, в общем, будете там подробнее посмотрите, напишите. Товары в дорогу. Сувенирная продукция, магниты, кто не успел купить в городе. Меховые изделия, шапки. Изделия ручной работы, сумки, сибирские продукты, стойки регистрации здесь, их я вижу 26, киоски саморегистрации, упаковка багажа. Прямо посередине информационная стойка. Офис известного мобильного оператора. Аптека есть. 24 часа работает. Посередине экспозиция находится. Мы ее еще увидим. Вот она на заднем плане еще. Вот она.
к ней чуть попозже вернемся. Экспозиция в виде галочки. Ну, честно говоря, надо вникнуть, чтобы понять, что она означает. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях. Авиакассы и аренда автомобилей. Здесь киоск по продаже разных вещей. Так, Comedy кафе оканчивается на I. По прилету можно выпить кофе. Вот здесь находится автобусная касса. Можно купить билеты на проходящие автобусы. Прямо вот на ближайший, туда и обратно, например. Хотя насчет обратно не буду утверждать, но туда, в Красноярск, можно. То есть общественный транспорт здесь, видимо, не ходит, только междугородний. И вот какая-то переменная лавка. Сейчас пойдем на второй этаж и посмотрим вот на этот спутник. На втором этаже экспозиция. Вот в этом месте постоянно выставляются какие-то картины. Давайте посмотрим, что здесь. Экспозиция в честь 170-летия Сурикова. Я думаю, что эту картину многие узнали. И эту тоже. На втором этаже не так много места и не так много интересных моментов, на которых можно заострить внимание. Здесь точка по продаже, в основном кофейных напитков, еще чего-то, перекусов. Вот люди отдыхают. Вот они спят. Да, кстати, я хочу обратить внимание, что есть здесь зарядные станции в этом здании. Это то, что его отличает от прочих других аэропортов. Ну а вот, собственно, сам спутник, вот так он выглядит с другого ракурса. Надо отметить еще один момент. Аэропорт назван в честь Дмитрия Хворостовского. Здесь установлено пианино, и на нем можно действительно сыграть. Звук есть реально. Поэтому любой желающий может здесь сыграть.
Вход в чистую зону через магазин Duty Free. Далее магазины с расслаблением, с пушной одеждой, с сувенирной продукцией, с таежными товарами всевозможными, кондитерская, бар-пицца. Здесь выставка про авиацию. Местные сотрудники выступили в роли моделей. Ирландский паб. Там магазинчики, кофе. И зона ожидания. Сопровождение, пассажиры с детьми, пассажиры бизнес-класса, владельцы карт лояльности авиакомпании. Приготовьте, пожалуйста, паспорт и посадочный талон. Желаем вам приятного полета. Меня зовут Микот Александр, со мной в кабине Латунов Максим, и мы рады приветствовать вас на борту нашего воздушного судна МБР-170. Сегодня выполняем рейс 5310 по маршруту Красноярск-Новосибирск. Время в пути составит 1 час ровно. Я вам желаю приятного полета и благодарю за внимание. Сейчас предлагаем ознакомиться с использованием аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Now to give you some information about the safety equipment for aircraft. В случае аварийного покидания самолета пользуйтесь выходами, расположенными в передних хвостовых частях самолета. In case of emergency evacuation, use your exit plate both sides and the front of your parts aircraft. Выходы обозначены световым табло выход. Светящая дорожка вдоль похода укажет направление к выходам. All exits are marked exit sign with scale of lighting. The one will be dedicated to emergency exits. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please take a moment to locate the nearest to you. Обращаю ваше внимание, что в случае эвакуации все ручной кладь необходимо оставить на борту самолета. Please keep in mind that in case of evacuation, luggage must be left on board. Ваша кислородная маска находится на панели над вами. Your mask is located in the end above your head. В случае размеры она отбрасывается автоматически. If necessary, drop down automatically. При появлении маски потяните на себя. Pull mask towards you. Плотно прижмите маску к носу и рту, кислород будет поступать автоматически. Place the mask of mouth and nose and breathe normally. При необходимости помогите надеть маску рядом с сидящим пассажиром. If you must be helping others. Если вы путешествуете с ребенком, сначала обеспечьте маской себя, затем ребенка. If you are traveling with a child, let your mask present, put mask on your child. Каждое туристическое кресло оборудовано ремнем безопасности. Each passenger seat is equipped with safety belt. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в замок. To
фасе болт несет монтанным толбаком, потом заменить 5 см по размерам. Полу тейп, потом весь болт. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка вверх. То от вас подкликнем эту флоту. Ремень безопасности должен быть застегнут по размеру, время руления, взлет и снижение. Предуглядности всегда, когда включен ТВО, присоединительный. Если вас хватает, фотоэпсин, тейков, лайнер, идет углядственный фасе подстанции, что более подробно ознакомиться с военно-спасательным вооружением, вам поможет инструктор безопасности, который находится в кармане креслящего кресла. Изучите внимательно. Aircraft Safety Class Ticket Please read the result for safety equipment and analyze the aircraft. Please read carefully. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел в столик в вертикальное положение, опустить подлокотники, открыть шторки на трах, застегнуть и задвинуть ремень безопасности, перевести в режим с электронного устройства для передачи данных, подключите обраточную класс электронного устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместите в кармане креслящего кресла. Напоминаю, что курение на всех рейсах с РЛ запрещено. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации, потребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Благодарю за внимание.
полок отдельно площади. Благодарим за внимание. Владимир Шампиона, Владимир Полынтин, разрешил всего закрыли фасад, есть только Position of the star. Добро пожаловать в Новосибирск, международный аэропорт. Тома Чолами, Александр Иванович Покрышкина. Температура воздуха 1 градус, местное время 6 часов 30 минут. Для вашей безопасности оставайтесь пристегнутыми. Выключение стола табло пристегните. Атомный Sunrise, благодарю вас за полет, будем рады новой встрече. Благодарю за внимание. Ready for the wind. Господа, наш самолет еще не установлен на стоянку. Для вашей безопасности оставайтесь на своих местах, застегнутые ремнем безопасности до выключения чистого табло, пристегните ремни. Благодарим за внимание. Market position. Кабинного экипажа приготовиться к ходу сектора. Селекторы положения десант. До свидания, спасибо за рейс. Flight number 5327, Novosibirsk, Nizhny Partovsk. Boarding for your flight is closed at the gate number. Из-за строительства нового терминала выход в терминале А сейчас отсутствует. То есть он находится вот здесь, в терминале Б. То есть нужно идти сюда. Соответственно, когда будете приезжать, смотрите по времени, чтобы вам хватило этого времени перейти в терминал А.
новый терминал. Возможно, когда выйдет этот обзор, терминал тоже будет открыт. Друзья, очень холодно, всего лишь +1, поэтому по-быстрому. Аэропорт Красноярска 5 баллов с плюсом. Открытый аэропорт, очень современный, отличный, замечательный, рекомендую к посещению. Авиакомпания Seven тоже открытая, замечательная, приятная авиакомпания, 5, конечно, ставлю. И аэропорт Толмачево тоже 5, как всегда, открытый, клиентоориентированный аэропорт, но ждем открытия нового терминала. Всем хорошей, теплой погоды, ну или хоть какой-нибудь приятной погоды. Всем доброе утро. Вылетаю уже сегодня последним рейсом, уже через часов 7, даже меньше осталось. Наверное, успею в Новосибирск, постараюсь. Всем хорошего утра, хорошего начала дня. Всем пока.